Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран и Ферат встречаются лицом к лицу, улыбаются и обнимают друг друга. Потом они вспоминают, как составили этот план. Эту идею выдвинул именно Баран. Пока они разговаривают, подходит Дилан и спрашивает, есть ли объяснение тому, что вы сделали после всех этих событий. Баран и Ферат смотрят друг на друга. Затем, когда Баран все рассказывает, Дилан говорит, это все была игра, когда ты научишься ничего не скрывать от своей жены. Баран говорит, когда моя жена не будет мешать мне работать и не попадет в неприятности. Когда Ферат говорит «Браво, я надеюсь, что ты избавишься от меня с такой незначительной реакцией», Дилан говорит «Это немного сложно». Когда Ферат уходит, Гуль находится в саду, видит его и кричит. Когда Ферат говорит, что торопится и хочет уйти, Гуль расстраивается, потому что он думал, что ты собираешься уйти, не увидев меня. Дилан говорит «Я уже предсказал, что Ферат не сделает такого». Гуль пытается понять, почему Ферат совершил зло. Когда она спрашивает, почему ты так поступил и как ты нас обидел, Ферат оставляет ее, говоря, «Прости, Гуль, все будет хорошо, я заставлю тебя забыть, но мне пора идти», и Гуль продолжает плакать. Пока Дилан лежит, он садится и спрашивает Барана, «Почему ты это сделал? Ты хочешь чего-то большего, а не только того, что ты сказал». Баран ставит условия и обещает, что вы будете спокойно выслушивать и не вмешиваться в мои дела. Когда Баран Дилан говорит, что наш план состоит в том, чтобы прикончить Джавахира после того, как он дал слово, Дилан отвечает спокойно, и Баран говорит, что боится увидеть, есть ли у Дилана план. «Дилан, я тебе доверяю, у меня нет никакого плана, только не оставляй меня в неведении», они соглашаются и спят с Бараном, потому что не знать – это плохо. Когда Баран проснулся, он увидел Дилана за компьютером и спросил, что тот делает. Он исследовал, куда поехать в Румынию по морю. Баран говорит, я все это уже сделал, желаю тебе не уставать зря, я еще снимаю перед тобой шляпу за твои старания. Гуль от грусти засыпает на диване, и когда госпожа Кадер видит ее такой утром, она приходит к ней, а когда Гуль просыпается, говорит ей, что все будет хорошо, и поднимает ей боевой дух. Гуль вспоминает свой разговор с Фератом и снова грустит. Ферат снова пожимает руку Джавахиру, а тем временем Джихан и господин Кудрет волнуются, потому что местонахождение неизвестно. Когда Баран спокойно говорит, что новости придут, Джихан спрашивает, как вы можете быть так уверены, но новости приходят, и Баран сообщает людям, подготовьте место, место определено. Госпожа Азади просит Гуля сделать выбор, но Гуль не знает, что сказать, и воздерживается. Когда Сельма приходит в ресторан, Харун знакомит ее с Ясмин. Пока Гуль плачет на кухне, к ней приходит Дилан и спрашивает, что случилось, но Гуль ничего не говорит. Затем Гуль рассказывает о своем разговоре с Гэжой Азади, и когда она говорит, «Я не могу принять то, что происходит, что мне делать, как мне из этого выбраться», Дилан говорит, что сначала вам следует успокоиться. Он помогает ей успокоиться и говорит, «Гуль, было приятно с тобой поговорить». Пока Баран работает, к нему приходит Дилан и говорит, что Гулю очень грустно, и говорит, что Барану, конечно, будет грустно. Когда Дилан предлагает нам рассказать и ей, Баран говорит, «Нет, я тоже знаю Гуль, я знаю, что она ничего не скажет, но она может почти разрушить наш план словом или взглядом». Когда Баран говорит, что Ферат прислал местоположение, он спрашивает, где Дилан. Когда Баран берет трубку и показывает ему, где он находится, Дилан спрашивает, есть ли другой способ. Баран говорит, что другого выхода нет, не бойся, моя прекрасная жена, ничего не произойдет. Пока Харун и Сельма делают расчеты, она зовет Ясмин и просит меню. Когда Ясмин приносит меню, она говорит, что ее зовут Ясмин, но Сельме все равно. Затем, когда он флиртует с Харуном на глазах у Ясмин, Харун говорит, что суп Ясмин очень хорош. Сельма говорит, хорошо, тогда принеси то, что сказал Харун.
Ферат с подозрением относится к разговорам Шаира и идет за ним, думая, что адрес изменился, и сообщает Барану новый адрес. Когда я разговариваю с Бараном, Баран пытается понять, сообщил ли он мне, что это ловушка или нет, и предупреждает меня быть осторожным. Пока Дилан и Берен просматривают адреса, Дилан говорит, что по второму адресу стоит береговая охрана, может ли он рискнуть пронести сюда контрабанду. Берен не выдерживает этого, говорит «хорошая работа» и целует Дилана в лоб. Ясмин недовольна Сельмой, поэтому она бросает в суп много перца и забирает его. Когда Сельма ест суп и обжигается, Харун спрашивает, что случилось. Мы добавили в это немного горечи, но мне бы хотелось спросить. Когда Сельма спрашивает «давайте посмотрим, много ли это или мало», Харун злится, когда пробует его, и идет спросить Ясмин. Ясмин говорит, что мне кажется, что я потеряла контроль над своей рукой, на самом деле я это заметила, но думала, что ей это понравится. Когда Баран покидает особняк вместе с Геном Джиханом и Кудретом, Дилан предупреждает его, чтобы он не позволял никому пострадать, не допускал попадания крови на свои руки или на себя. Баран говорит, что не волнуйся, и садится в свою машину. Дилан смотрит на них, и госпожа Сабиха подходит к нему и говорит: «Не волнуйся, мама, Баран все решит». Мне хотелось бы знать Барана так хорошо раньше, но я доверяю Барану. Когда Дилан делится своими опасениями по поводу того, что если он сделает что-то плохое, чтобы остановить Джавахира, Сабиха говорит: «Не волнуйся, он этого не сделает». Берен не собирается бросать тебя и куда-то идти. Когда Джавахир спрашивает Шаира: «Ты проделал трюк с Фератом?» Шаир отвечает: «Я сделал это, босс». Ферат не попадается на уловку и, прибывая по адресу, которого ждут, убеждается, что он надежен. Когда Хасан никого не находит в особняке и выходит в сад, он встречает Дилан и Сабиху Ханем и спрашивает, где все. Но когда ни один из них не отвечает, Хасан пытается позвонить Джавахиру, говоря, что они что-то замышляют. Госпожа Сабиха уходит от Дилана, говоря, что придет к нему на минутку, идет к Хасану, берет телефон из его рук и бросает его на землю. Хасан спрашивает, что происходит, госпожа Сабиха. Пока госпожа Сабиха злится, потому что я знаю вашу печень, теперь все кончено, госпожа Азади приходит и спрашивает, что здесь происходит. Когда Хасан спрашивает, сумасшедшая эта женщина или что, госпожа Азади ругает Хасана, чтобы тот заткнулся. Когда Сельма собирается уйти, приходят Цеврии и Джевдет, и Харун представляет их. После ухода Сельмы Севрии говорит, что будущая невеста Гэжи Фикрии хотела, чтобы эта девушка вышла замуж за Харуна. Когда Ясмин слышит это, она задается вопросом, вернулся ли Харун по этой причине. Подъезжает машина доставки, которую ждал Джавахир, и говорит: «Откройте ее», и когда крышки открываются, внутри большого грузовика оказывается только одна шахматная фигура. Пока Джавахир кричит «нет-нет», приходит Баран, приставляет пистолет к его голове и говорит, что все кончено, Джавахир. Джавахир поворачивается к Барану и говорит, что на этот раз я сожгу, прикончу себя, застрелю и убью. В то время как Ферат говорит: «На этот раз ты действительно закончил», Джихан кричит: «Чего, ты подошел к концу пути?» Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.